Привет! Сегодня я покажу вам лапки для швейной машины, которыми пользуюсь чаще всего. Поехали! Итак, первая и основная лапка, стандартная, которая идет в наборе каждой швейной машинки. Она может немного изменяться, но этой лапкой мы делаем основную часть швейных работ. Без нее, конечно же, никуда. Кстати, вот эта пружинка, она помогает проходить толстые места. Можно нажать пружинку, лапка лучше прижмется к ткани и лучше придет толстые места. Следующая лапка для молнии. Они бывают вот такие и вот такие однорожковые. Вот эта шла в комплекте с машиной. Эту я купила отдельно на Алиэкспресс. По-разному я их использую. Чаще всего вот эту для молний тракторных с зубчиками. Но иногда пользуюсь этой, вот примерно равносильно они у меня. И одну и вторую использую часто. Вот эта лапка. У нее, конечно, есть сторонники, которые ее обожают, есть, которые не понимают, зачем она вообще нужна. Я ей пользуюсь очень часто, когда сшиваю фатин на платьях. Я просто складываю 2 слоя фатина, вставляю в эту улитку, и он красиво сшивает фатин, срезы внутри, все красиво. Но вообще она нужна для московского шва, для узкой подгибки края. То есть за один раз она дважды подгибает ткань и проходит. Очень удобно. Ну, конечно, к ней нужно приноровиться. Так, вот эта лапка тоже шла в наборе для обметки края. Когда у меня не было оверлока, я очень часто ей пользовалась. Есть у меня специальный шов оверлочный на машине. Конечно, он не прям такой же, как на оверлоке, но я им часто обрабатывала край трикотажа. Очень меня спасала она. Вот эту лапку купила на Алиэкспресс для обработки края косой бейкой. Вот сюда вставляется бейка, и она за один раз подгибает ее и обрабатывает край. Очень классно, мне понравилось.
лапка для отстрочки. Можем регулировать ширину, которая нам нужна. Вот это ограничитель, в который упирается ткань, край ткани. И получаются ровные строчки. Эта лапка тоже шла в комплекте. И, конечно же, никуда без лапки для обметки петель под пуговицы. Без нее, конечно, на моей машине петли не сделаешь красивее. Это, кстати, лапка для автоматических петель. Сюда вставляется пуговица, зажимается. И машина сама определяет длину петель, которые нужно сделать. Также у меня есть вот такой набор с Алиэкспресс. Я его покупала, наверное, лет 5 назад. Здесь есть основные лапки, которые нужны. Ну вот из этого набора я пользуюсь вот такой лапкой. Это лапка для пришивания пуговиц. Если вы часто шьете рубашки, платья с бесконечным количеством пуговиц, очень классно. Экономит время прям на ура. Вот этой лапкой пользуюсь очень часто. Лапка для потайной молнии. Без нее быстро и аккуратно пришить потайную молнию очень сложно. У меня на канале есть видео, как я пришиваю потайные молнии. Там я пользуюсь именно этой лапкой. Они есть другого вида, но это вполне работает. Также здесь есть лапка улитка или подрубочная, как ее еще называют. Разные лапки для пэтчворка. Вот эта интересная лапка с роликом. Она предназначена для тканей, которые прилипают, например, кожа. Но честно скажу, мне эта лапка никак не помогла с липкой кожей, которую я шила. И старый добрый мамин способ в виде масла или крема помогает намного лучше. Также есть здесь лапка для молний, такая же лапка для обработки края. Вот, кстати, тефлоновая лапка, которая тоже должна помогать при липких тканях на коже, кожзаме. Ну, тоже у меня с ней не срослось. То есть те ткани липкие, которые она проходит, также одинаково проходит и обычная лапка. А те, которые действительно липнут, она не помогает. Вот как-то так. Также есть вот интересная лапка для потайного шва. То есть там, где нужно подогнуть и пришить невидимым швом, вот она может помочь.
Были у меня в наборе вот такие лапки. Это, например, для пришивания бусин, для пэтчворка, защипов. Вот это для стежки. Лапка для штопки, для пэтчворка тоже, для вышивки. Но вот мне из этих лапок ни одна никогда не пригодилась. Я как-то пробовала вот это стягать, не получилось. Поэтому вот лежат без дела. То есть вот основной набор моих лапок, которым я пользуюсь. Их всего. Вот этой, кстати, я уже не пользуюсь, потому что купила оверлок. Все, эта лапка мне не нужна. Вот эта лапка тоже, она хороша для новичков, которые еще не приноровились делать ровные строчки параллельные. Я ей уже практически не пользуюсь. Вот мой набор основных лапок, которыми я пользуюсь. Их всего 7 штук. Но вот это минимальный набор, который точно понадобится. И то вот эти две можно заменить какой-нибудь одной, например, вот этой.